Выбор цвета. В Layout за выбор цвета отвечает панель цвета, которая находится в лотке по умолчанию. Давайте рассмотрим эту панель, что на ней есть. Первое. Пипетка. Пипеткой можно выбрать цвет на одном объекте и применить его к другому. Дальше здесь есть окно текущего цвета. Значит, тот, который мы выбрали, вот здесь появляется. Кроме этого, есть еще кнопки, которые позволяют создавать цвета разными способами. Цветовой круг, ползунок, который отвечает за насыщенность цвета, и ползунок, который отвечает за прозрачность цвета. Давайте посмотрим, как это работает. Для приблизительного выбора цвета существует цветовой круг. Чтобы выбрать необходимый цвет, достаточно щелкнуть в нужном месте, и можно отрегулировать интенсивность цвета с помощью ползунков прозрачности и интенсивности цвета. Выбрали, например, такой цвет. Значит, я хочу сразу одну фигуру нарисовать и покрасить ее, залить таким цветом, который мы выбрали. Выберем круг и изобразим. Видите, вот этот цвет, который мы выбрали, вот он здесь появился. Теперь как работают другие кнопки. RGB. Здесь цвета получаются путем смешения красного, зеленого, синего и настройкой непрозрачности. Поменяю значение красного, поменяю значение зеленого, синего, и видите, получается совершенно другой цвет. И этот же цвет отображается здесь, там, где есть активный цвет. Опять изображаю здесь элемент, например, круг, и видите, он окрашивается таким цветом, который мы выбрали. Следующее. HSB. Здесь мы можем выбрать ползунками необходимый цвет, настроить. Можем ввести точное значение. Можем настроить прозрачность. И активный цвет здесь появился. Черные точечки здесь показывают, что мы уменьшили прозрачность. Прозрачность у нас составляет 71%. И дальше изобразим элемент какой-то. Вот получился этот цвет с учетом прозрачности. Дальше есть вариант оттенки серого. Здесь исключительно серый цвет. От черного до белого и разные варианты. Точно так же мы можем здесь менять прозрачность и убавлять, увеличивать. Изображу многоугольник. Он получился такого цвета, который мы выбрали. Дальше следующее. Изображение. Это очень интересная возможность. Я могу выбрать изображение, выбираю его, щелкаю по изображению, нажимаю «Открыть». И изображение у меня появилось вот в этом окошке. Теперь могу выбрать любой вот элемент, например, этот, выбираю, и видите, какой цвет здесь на изображении, он точно такой появился здесь. Изображаю многоугольник, вот он получился такого цвета, который мне нужен. Итак, любой другой. Выбираю, пожалуйста, любой другой цвет. Выбираю любой другой цвет. Это очень удобно для того, чтобы мы могли точно, например, окрасить здание, сооружение, рисунок именно в тот цвет, который бы соответствовал изображению реальному. Если мне уже изображение это не нужно, я его могу сбросить, и мы возвращаемся обратно к цветовому кругу. Есть еще один вариант, который называется список. Здесь большой список различных цветов, которые уже заранее настроены. То есть, например, бирюзовый выбираю, вот цвет появляется, к нему могу добавить только прозрачность. И дальше изображаю, например, круг, и вот он появляется бирюзового цвета. И так любой другой. Ночной синий. Изображаю, вот он появляется ночной синий.
Теперь я здесь убавлю прозрачность и опять вот рядышком здесь изображу. Видите, это один и тот же цвет, только различается чем? Уровнем прозрачности. Дальше мы можем перенести, взяв пипетку, любой цвет, вот отсюда я взял и перенес его, могу перенести его на новую фигуру, которую я изображаю. То есть тоже это возможно. И, собственно говоря, все манипуляции, которые можно делать с цветами.